Всем привет, друзья! На связи Криптостудент. Рад вас приветствовать в новую неделю. Еще больших, я так полагаю, движений по рынку. Ну и давайте посмотрим, чего же нам ждать. Биткоин у нас хорошенько упал, да, с последнего обзора. С 40 тысяч долларов мы упали на 33. Хорошо отшортили движение, считаю, и 40 мы забрали, и 36 забрали. Кто, друзья, не подписан еще на канал, подписывайтесь. Даю сетапчики. Взяли довольно-таки много интересных шортов и, в принципе, отлично забрали. Ну и давайте вернемся к рынку и посмотрим, что же нам ждать. Если посмотреть на дневку, то у нас как раз поддержка образовывается где-то в районе 32-31 500. То есть мы довольно-таки близко к ней. В принципе, отсюда может произойти небольшой отскок. В принципе, мы уже вот произошел, да, вчера он, в принципе, был на ретест. Вот, мы сходили на ретест и пошли обратно вниз. То есть вот мы опять ударились об 4-часовое облако и пошли ниже. Но уже сейчас, в принципе, есть дивер даже на 4 часах. Плюс-минус, если будет сетап, да, здесь какой-нибудь, то я, наверное, даже здесь немножко лонгану. Лонгану с целями как раз возврата к 30, наверное, 5. Если дадут выше, то, наверное, даже выше. Но сопротивление, вот, да, мы вчера вот пробивали его, но оказалось ложным. То есть сопротивление мы пробили и вернулись опять-таки за него. Я думаю, если мы еще раз пробьем его, то уже, наверное, пойдем выше. Куда выше мы можем сходить на дневке, это вот как раз таки на дневное облако. Это где-то 40 тысяч долларов. Если мы то сходим опять-таки обратно на канал, вот тут довольно-таки будет опасно уже, то есть может сформироваться двойное дно и уже отскочить туда. Если же мы здесь все-таки сформируем какой-то более такой локальный флаг, да, и пробьем все-таки глобальный флаг, то, я думаю, падение уже не ограничится падением, вот обновлением этого дна, да, поход на 28, я думаю, где-то это будет поход даже, наверное, на 20 тысяч долларов. С чем это связано? Ну, конечно же, с фондовым рынком. Фондовый рынок у нас сейчас отскочил. Это, конечно, премаркет, но тем не менее, то есть вот мы коснулись дневного облака, я думаю, вот если откроются рынки там с положительными новостями, то возможно как раз таки отскок до 4200 пунктов, ну даже может 4250 пунктов, то есть вообще возможно формирование какого-нибудь такого вот гипа, и уже потом уже когда вот где-то здесь под конец, так скажем, июня, начале июля, пробой уже и слив рынков. То есть это, конечно, будет зависеть, каким будут стимулы, да, возможно, сейчас вот это все, конечно, и откупят. То есть если будет сап на откуп, да, можно взять как раз таки небольшой скальп лонг, и потом уже там переворачиваться снова в шорт. То есть это сейчас я буду, наверное, ждать пока открытия Америки, либо же там сетапа, да, там по биткоину, по эфиру или по другим монетам с небольшим стопом, и тогда уже просто скальпить, забирать небольшие движения. Но пока, так скажем, виднеется отскок, все-таки тут довольно сильная поддержка на фондовом рынке, да, и все-таки отскок, ретест, я думаю, в любом случае будет, хотя бы на 4220, если это вот будет в ближайшие дни, да, и 4250, да, если это будет где-то в конце июня. Сегодня, в принципе, уже 21, да, плюс-минус через неделю, я думаю, сделать какой-то ретест, и там уже будет видно, сможем ли мы пойти выше, да, вот, либо же все-таки мы пойдем обратно вниз. То есть вообще я жду вот так. Либо же опять-таки обновление хая, да, будет третье касание на дивер и потом тоже вниз. Что касается тотала. Тотал у нас пробил, вымпел, как раз таки вчера протестировал его и пошел вниз. А наша ближайшая поддержка, она как раз таки проходит на 1-2 триллиона долларов. То есть касание отсюда может как раз таки тоже последовать какому-нибудь отскоку. Либо же вот здесь. Такая вот небольшая поддержка. Но тем не менее. Давайте попробуем продублировать. И провести. Ну вот она в принципе плюс-минус совпадает с вот этой поддержкой. Да, то есть где-то здесь реально может быть, друзья, отскок. Если есть там, так скажем, желание, можно попробовать лонгануть с коротким стопом, но опять-таки, друзья, при наличии сетапа. Если сетапа нет, лезть не стоит, то что там, блин, зайду, охота зайти, так скажем, нет. То есть только при наличии сетапа. Так, по битку я сказал, эфириум. Эфир вообще, то есть довольно-таки может далеко упасть. Я вообще
Глобально жду, наверное, эфир где-то в районе 1300. Вот, падение с текущих где-то еще где-то на 35%. Вот там бы я откупал, в принципе, эфир со скоком как раз в районе где-то 2-2400. Вот, в принципе, отсюда это будет довольно-таки интересный отскок, который буду ловить. Кстати, в этом обзоре, друзья, я и дам по некоторым монетам, так скажем, уровни, да, где я бы откупал. То есть видео не зря называется «Где биткоин откупать», но тем не менее интересно, думаю, будет посмотреть уровни и по альтам. Потому что все-таки, я думаю, падение более, так скажем, глобально не за горами, да, и где откупать тоже нужно уже выяснить, чтобы знать примерный диапазон. По BNB, конечно, очень далеко все это дело, да, вот мы тоже пробили вымпел, сопротивление здесь, даже формирование такого вот гипа, вот, в принципе, пробоев, ну, вот где-то, наверное, 200, вот, 200 по BNB, первый такой уровень важный, да, вот где-то 200, я бы, наверное, смотрел на этот уровень. Да, с текущих, то есть это довольно-таки большое падение. Ну, тоже, кстати, 35%, как и на эфире. ADA. ADA у нас поддержка в районе бакса. Каждый обзор это, в принципе, говорю. Такая вот сильная поддержка проходит. Вот здесь, в принципе, да, ADA можно, вот как вот это бы здесь было, да, там отскоки, падения, вот, в принципе, примерно такое же может произойти и здесь. То есть может она как-то так побыть, да, проторговаться, примерно как здесь, да, а потом уже что будет с рынком, так скажем, пойдет ли вниз он, либо же будет откуп и пойдет наверх. То есть тут тоже будет многое зависеть от фундаментала, как со стороны ADA, да, ну и опять-таки от рынка в целом. Так, DOT. DOT вот у нас только начинает пробивать свой треугольник с плоским низом. Ну, опять-таки DOT, вот, не знаю, конечно, хоть по фундаменталу, так скажем, все так, там говорят то, что все отлично и так далее, да, но по теханализу вот уровень мы, в принципе, уже пробиваем, следующий уровень где-то баксов 10, ну, то есть это падение опять-таки в 2 раза, ну и вот самый глобальный, да, это в районе пятерки, то есть ждать вот здесь, да, DOT, ну это очень довольно сильное падение, и после такого сильного падения, с такого сильного роста, так скажем, вот, да, давайте посмотрим процентное соотношение, то есть падение на 90%. То есть это довольно-таки сильно, то есть падение, ну, в 10 раз практически. Вот сейчас у нас падение в 6 раз, да, ну, если бы соотношение было бы от 5 баксов, да, то довольно-таки сильное. Так, Ripple. Ripple мы тоже, кстати, хорошенько шортанули от 0.83. Вот, в принципе, хорошо забрали. Вот сейчас тоже пробивает, кстати, поддержку. Ripple я бы, наверное, ждал в районе вот 0.6, 0.5. Вот, там тоже будет небольшой, думаю, отскок. Там нужно будет тоже смотреть. Юни у нас поддержка сейчас проходит в районе 15. Кстати, такой самый... Возможно, он будет расти к битку, да, и из-за этого будет нивелировать, в принципе, свое более сильное падение. Но, опять-таки, если пробивается эта поддержка, то это опять вот уровни далекие. Litecoin. Вот Litecoin, в принципе, вот как эфир, да, такая явная поддержка, явная проторговка. В принципе, вот 90 баксов по лайткоину. Я думаю, тоже где-то в районе 30%. Ну вот, да, тоже 35%. Вот, в принципе, их бы я откупал. То есть эфир, лайток, BNB, Link у нас на 15. Но опять-таки, продержится ли поддержка, либо же нет. Если нет, то это опять-таки уровень 10 баксов, откуда он, в принципе, стартовал в декабре. Вот, где-то, в принципе, здесь. По итогу, что, друзья, могу сказать. Пока вот прям откупать на спот, там прям так глобально, да, нет. То есть в любом случае нет, потому что хоть и будет, если у нас такой небольшой локальный отскок, да, все-таки не думаю, что он пойдет там с обновлениями и так далее. Все-таки формируются, скажем, новые штампы коронавируса, там все такое. То есть довольно-таки, опять-таки, если будет еще один локдаун, да, хоть он будет, конечно, не таким неожиданным, как был в прошлом году, но, тем не менее, опять-таки, ударит по экономике. Плюс кризис, да, 12 лет не было кризиса, вот, так что кризис, я думаю, тоже не за горами. Вот, так что будьте осторожны, откупайте потихоньку, то есть на котлеты никогда не покупаем, да, то есть аккуратненько, друзья, торгуем.
Вот. Так что всем желаю, друзья, хорошего профита. Биток падает, это отличная возможность купить его будет дешевле. Вот. Ждем уровень 30, смотрим за ним. Если отскочим, то отскочим где-то в район 38-39, да, там на сопротивление. Вот. Там уже будем смотреть, что да как. Ну, если будет сетап, я, конечно же, напишу в канале. Кто, друзья, кстати, не подписан, подписывайтесь. Вот. Так что забирайте профит. Всем пока, друзья, и отличной рабочей недели.